Вау, прикольно, как они это сделали? Если вы тоже задаете себе этот вопрос, когда видите разные такие мультяшные какие-то картинки, которые создали с помощью искусственного интеллекта, то в этом видео я расскажу, как это просто и быстро сделать. При этом вам не нужно ничего платить, это легко повторить. Меня зовут Галина Корбань, я занимаюсь продвижением аккаунтов в Instagram, соответственно, я слежу за всеми трендами, и искусственный интеллект как раз сейчас в тренде. И все больше людей будут его использовать, будет повышаться уровень, потому что это то, что помогает создавать очень креативный контент. Но здесь главное сильно не увлекаться, а понимать, для чего вы вообще хотите такой контент внедрить в свой блог, реально ли он поможет вам увеличить продажи, либо все-таки секрет в том, что вам нужно научиться запускать рекламу и делать просто классные макеты для того, чтобы она хорошо работала. Кстати, я обучаю на курсе роста продажи через таргет как раз разрабатывать рекламную стратегию и настраивать рекламу так, чтобы она давала результаты. Ну а сейчас мы с вами давайте разберем, как сделать вот такую картинку, если вы хотите ее все-таки опубликовать в своем блоге. Для этого вам не нужно супер много нейросетей и там погружаться в какое-то изучение. Вам нужно просто чат GPT, которым вы, возможно, пользуетесь для написания текстов, и нужен промпт. Что такое промпт? Это просто такой короткий текст, благодаря которому искусственный интеллект понимает, что нужно ему изобразить. И вот у меня простой промпт, я его оставлю под этим видео. То есть высокодетализированная милая кукла, она уверенно сидит. Здесь можно указать цвет, где она сидит, логотип там Instagram, держит телефон, какой телефон можно указать. Сзади нее там еще телефон, на котором видно название Инстаграма, можно указать, соответственно, свой ник. И, в общем, тут такие дополнительные детали тоже прописать. И что? После этого я нажимаю «Отправить», и, соответственно, чат GPT вместе с моей фотографией, то есть я прикрепила свою фотографию, чтобы он создал не просто какую-то куклу, а куклу, которая будет на меня максимально похожей. И после этого он начинает просто выдавать картинку. То есть это делается буквально за такие пару минут. Главное знать вот этот текст, который нужно прописать ему, чтобы он понял, что вы от него хотите. Потому что если будут какие-то неточности в тексте, то, соответственно, он не совсем поймет. На бесплатной версии ограниченное количество фотографий, до 3 можно в день генерировать. И, соответственно, если вы бесплатной версией пользуетесь, если вы неверно укажете промпт, то просто ваши версии сгорят и придется ждать следующего дня. Вот здесь у него выходит, что он что-то генерирует. Сейчас немножко подождем, и картинка появится. Вот такая милая картинка получилась на основе моей фотографии. Но единственное, здесь вот сам ник переместился в центр, то есть можно попробовать еще промпт и уточнение, где должна подпись расположена, тут немножко. Либо можно сюда попробовать уже с помощью редакторов заменить белый фон и уже добавить какую-то нужную мне картинку. То есть, как видите, это все просто. Есть еще другие нейросети, которые помогают оживить видео, чтобы оно там выполняло какие-то действия. Но это такой самый легкий способ. Если вы еще укажете там одежду, например, если вы врач или там, может быть, вы хотите какой-то более деловой стиль, то, соответственно, вы все это можете прописать, и тогда эта девочка будет одета там не в футболку, она будет одета так, как вам нужно, в соответствии с вашей специальностью. Поэтому попробуйте сгенерировать такую классную картинку, она все-таки может разнообразить такое настроение какое-то другое в блоге создать, или, например, в сторис ее можно выложить, чтобы привлечь внимание подписчиков. Я такие картинки даже использовала для рекламы своего марафона, поэтому в целом можно придумать, как их правильно использовать для того, чтобы они все-таки вот вписались все-таки в ваш блог и не нарушали стилистику. Если вы попробовали, получилось, то пишите в комментариях, интересно, насколько похожая вышла у вас картинка, получилась ли с первого раза. Это такая простая генерация, но на самом деле можно делать более сложные в других нейросетях. Соответственно, такие фото и видео, которые очень реалистичные. Сейчас можно и мультфильмы, и какие-то просто сюжеты. В общем, даже есть уже блогеры, которые модели созданы на основе искусственного интеллекта, поэтому такой прогресс идет в эту сторону, и это значит, что стоит все-таки вникать, узнавать и понимать, как можно адаптировать именно в свой блог, потому что есть бесплатные нейросети, есть платные. Для того, чтобы это что-то как-то классно, красиво смотрелось, то, соответственно, за это нужно платить. А когда вы за что-то платите, за какой-то сервис, то всегда важно хорошо подумать, а стоит ли вообще за это платить, то есть нужно ли оно мне в моем блоге. Или все-таки у меня такая тематика, что мне нужно просто создавать обычные видео, там фото, запускать их в рекламу и продавать, а не просто развлекать людей в блоге.